Набираем цепочку из 101 воздушной петли. Первую петельку мы с вами уже связали, еще 100 воздушных петелек. Набрали цепочку из 101 воздушной петли. Теперь мы будем с вами вязать соединительными столбиками во вторую петельку, вот сюда, за ее дальнюю часть. Провязываем соединительный столбик. Следующая петля, опять ставим крючок за дальнюю стенку петли, провязываем соединительный столбик. Так продолжаем вязать с вами до конца ряда. Итак, я заканчиваю первый ряд. Вот здесь у меня осталась последняя петелька, которая была у нас первая в наборе цепочки воздушных петель. Ее я протягиваю вот так, провязываю тоже соединительным столбиком. Затем делаю одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваю вязание, нитка остается за работой. И начинаю вязание второго ряда. Первую пропускаем во вторую. И провязываю опять столбиком соединительным. Далее продолжаю также вязать соединительными столбиками за дальнюю полупетельку, как это было и в первом ряду. И вот таких рядов мы всего вяжем 4. То есть вот первый мы уже связали с вами, сейчас вяжем второй, потом третий и четвертый. Я закончила вязать ручку. Связала 4 ряда, получается у меня 2 конца нити, кончик нити я обрезала, также оставила сантиметров 30 для того, чтобы присоединить карабины. 2 кончика нити с противоположных сторон. То есть один кончик на одном конце ручки, второй кончик на другом конце ручки. Теперь мне нужно присоединить карабины. И вот одна сторона у нас готова. По такому же принципу мы с вами делаем карабинчик на противоположной стороне. Вот у меня готовая ручка. Присоединила карабины с противоположной стороны. И теперь эту ручку можно цеплять на сумочку. Открываем карабинчик и цепляем его на полукольцо. И то же самое с другой стороны. Вот так выглядит.